Всем привет! С вами снова Smart Shopping. Сегодня мы поговорим о часофоне Q2. Причем обращаю ваше внимание на то, что это именно часофон. То есть это полноценный телефон на запястье. Поставляется в яркой картонной коробке, в комплекте блок питания, дата-кабель, проводная гарнитура и мануал на английском и китайском. Ну и в принципе сам часофон. Теперь давайте внимательно его рассмотрим. Сенсорный экран чуть более дюйма, разрешение 128 на 160 пикселей, 6 сенсорных кнопок по краям дисплея, на правой грани кнопка питания, она же кнопка «Домой». На левой слот под карту памяти и разъем для дата-кабеля. Сверху динамик и камера, снизу отверстие для микрофона. Силиконовый ремешок матовый, приятный на ощупь, в нем, кстати, хранится стилус для управления телефоном. Аккумулятор съемный, емкостью 700 мАч, под ним два слота под симки стандартного размера. Камера 0,3 мегапикселя снимает фото и видео размером до 640 на 480 точек. Объем адресной книги 900 абонентов. 500 в памяти телефона и по 200 на каждую сим-карту. Попытки залить контакты через дата-кабель увенчались неудачей. Помог коннект по Bluetooth и небольшие танцы с бубном. Но об этом смотрите в отдельном видео вот здесь. Вставляем сим-карты, подключаем гарнитуру и телефон готов к использованию. Главный экран и меню визуально похожи на Nokia, интуитивно понятны даже на английском. Поиск абонента в адресной книге своеобразный, нет привычного режима листания. Сначала нужно сделать поиск по имени, потом из результата выбирать нужного абонента. Если сделать поиск без ввода имени, получим список всех записей адресной книги. Выбираем абонента, сим-карту, с которой будем звонить, и номер, на котором звоним. Для разговора может использоваться проводная, беспроводная гарнитура или громкая связь. Ой, тебе тут месседж пришел. Следующий пункт меню — сообщения. Есть возможность набирать сообщения как и с помощью стилуса, так и поддерживается рукописный ввод. История вызовов отображается отдельно по каждой карте. Мне кажется, это очень удобно. Меню настроек. Здесь много интересного. Можно полностью настроить телефон под себя. Назначить определенным группам контактов звонки с конкретных сим-карт. Назначить номера быстрого вызова и так далее. Мультимедиа. Вызов фото-видеокамеры и аудиорекордера, а также средства для просмотра и прослушивания мультимедиа. В этом пункте также находится и FM-приемник. Он работает только с проводной гарнитурой. Отдельным пунктом вынесен выбор звуковых профилей. Их можно адаптировать под себя как угодно. Выбрать мелодию или назначить свою, определить режимы работы вибровызова, громкости и так далее. Органайзер. Тут много чего. От центра развлечений и управления Bluetooth до калькулятора лишнего веса. Последний пункт — веб-браузер. Навигационные кнопки по краям дисплея можно настроить под себя. Например, у меня для вызова фотокамеры стрелка вверх, видеокамеры стрелка вниз. Впечатление. Неплохая звонилка с полным набором нужных и не очень нужных функций. Мне от этого аппарата нужна была связь и удобство. Я получил и то, и другое. Навигация несколько затруднена, но это дело привычки, тем более, что есть такие же часофоны с клавиатурой. Зато вы никогда не забудете этот аппарат в кафе или чужом офисе. Он всегда будет под рукой, вернее на руке. Аккумулятора хватает на 1,5-2 дня жизни устройства. Кстати, есть комплектация с двумя аккумуляторами. После моего 8-дюймового монстрофона, который помещался не в каждый карман, этот телефон действительно спасение. Руки всегда свободны. В комментариях к этому видео есть ссылка на продавца, у которого есть огромный выбор разных модификаций этого часофона. Аппарат интересный, стоит попробовать. И помните, информация — великая сила, делайте свои покупки, только владея информацией.